подумал, что звуки примитивные, и я такой возьму и влечу, короче, с двух ног. Но это вообще была самая большая ошибка. На самом деле это оказалось еще сложнее, чем все остальное. Я поначалу не столько чиптюном занимался, я пробовал типа обычную всякую электронную музыку писать, там всякую dark ambient, что-то какой-то synth-pop. Но в итоге постепенно я перешел к чиптюну, и кроме чиптюна особо сейчас ничем не занимаюсь. Это был непростой путь, типа, совсем. Слушай, ну сложности были, я начинал на компе, в этой VFL-ке. И, ну, типа, тоже скачал какие-то плагины. Мне поначалу показалось, ну, что-то пиликает, прикольно. А потом слушал других артистов, ну, каких-то популярных, известных. И думаю, что-то как-то у меня не так звучит, не так круто. И вот, да, сложность была в том, чтобы дойти до вот этого уровня какого-то звука крутого уже, который мне бы самому на самом деле нравился. Потому что то, что я делал тогда, мне не нравилось откровенно. Я долго стеснялся на самом деле своей музыки вообще в целом. Я не так давно вообще дорос до того уровня, типа, когда мне не стыдно и даже самому нравится, так что... Ну, это такой, да, сложный путь был. Фейдбит был недолго, кстати. Ну, может, года 2-3, а потом я перешел на LSD. Но в LSD же надо было заново учиться, типа, звуки делать. Там же не так, как на компе в этих плагинах, там все по-другому уже. Ну, технически то же самое, но понимания еще не было, как все работает. Это сейчас я понимаю, что на самом деле все одинаково. И никакой разницы нет. Но тогда до этого надо было еще дойти. Но до текущего момента, ну, я где-то лет 10, наверное, занимаюсь. С диджей в основном пишу. Последние лет 10, да, думаю. Русская чиптюн мафия — это проект, который появился спонтанно. У него на самом деле не было никакого смысла, никакого особого толчка для его появления. Это получилось абсолютно спонтанно, просто как ответ. Ну, даже не ответ. Я не знаю, но просто нам захотелось выпустить дурацкий сборник с самплкитом нарезки диджея Assault, мы сделали сборник, все. Так появилась русская чиптюн мафия, никакого вообще в этом смысла не было. Мы просто хотели написать дурацкие треки с дурацкими сэмплами, все. Не, ну сейчас чиптюн мафия у нас уже вышло 2 сборника, у нас на лейбле уже вышло 2 альбома, у нас уже прошло 3 вечеринки в Москве. Мы как-то саппортим другие вечеринки, какие-то онлайн-ивенты, Блиплава, помогаем как можем. Это просто... Это не замена Блиплаву, это такая параллельная движуха. Искусственное... Как это? Искусственное соревнование, короче. Так, по приколу. Но с чиптюном в России я познакомился вообще в интернете. Я жил в маленьком городе, где... Ну, вообще никто такого слова не знает, никто никогда не играл, никто никогда не делал, никто никогда не пытался, и я смотрел из интернета на всех чуваков, на вас в том числе. И такой, нифига, чуваки тусуются. Я думал, типа, круто тусуются. А потом, когда я уже доехал, стал повзрослее, доехал до Москвы уже, я понял, что это, такая обычная местечковая движуха. Какие-то ребята все простые, все свои. И на самом деле не так сложно в эту движуху ворваться, как это кажется. Неискушенным таким взглядом, с непониманием вопрос. Это не настолько все круто, короче, как кажется изначально. Не, это, конечно, круто. Типа, я чиптюну многим обязан все равно. У меня там куча друзей новых, каких-то куча знакомств. Не только даже в среде чиптюна, а в целом как-то появляются какие-то знакомые, друзья и так далее. В этом чиптюн мне помог, да, конечно. Ну и все равно это какое-то хобби, надо чем-то себя развлекать, помимо там работы, дома и всего такого. Чиптюн в мире, я никогда с ним не взаимодействовал особо, и мне кажется, никогда не взаимодействую. Чиптюн в мире вообще в целом как-то не это, мне кажется, не хочет нас там видеть.
Так что, ну, не хочет и не хочет, нам здесь нормально в целом. Мы здесь делаем такие движухи, что мне ни о чем не жалею, короче. Да, с чиптюном в России все будет отлично. У нас появляются какие-то новые лица уже. Вот на последней русской чиптюн мафии играл Crocodile L. Первый раз вообще это был его дебют. Отличный саунд, типа Pixel Bob, вот тоже он буквально, может, года 2-3 активно играет. Тоже отличный чувак, отличный музон. И я думаю, еще появятся какие-то ребята, кто себе заявит. Ну, не факт, что они нас сменят, и не факт, что мы уйдем, но они будут тоже наравне, где-то на уровне. Так что, мне кажется, будущее, оно есть всегда. Ну, и даже если, там, не знаю, последний геймбой сдохнет, мне кажется, это уже не проблема. Есть эмуляторы, есть вон даже уже хардварные клоны геймбоев там, и всякой ерунды, что, мне кажется, это вообще не проблема уже давно. Чиптюн никуда не денется, все, это просто как один из способов написания музыки, не хуже, не лучше, как-то так. Но первое заблуждение, чиптюн музыканты крутые, они не крутые. Посмотрите на меня. Второе заблуждение, все думают, что мы играем на каких-то крутых тусовках и зарабатываем какие-то бабки. Мы не играем на крутых тусовках и бабки тоже не зарабатываем. Третье заблуждение, про которое я уже говорил, что чиптюн это просто, а чиптюн это вообще не просто. Ну, не сложнее, конечно, любой другой музыки, но и не проще. Не, ну чиптюн банально не дает мне заскучать. Это просто хобби, это же не работа. Я просто развлекаюсь так. Пишу музыку, играю на тусовках, делаю тусовки для людей. Люди приходят, ты знакомишься с людьми постоянно. Это какое-то больше для себя и для общения, чем для того, чтобы стать звездой. Ну, типа, я знаю, у нас на российской сцене есть ребята, которые хотят стать популярными по-настоящему. Да, ну, я не для этого этим занимаюсь. Типа, для меня это просто общение какое-то, типа, с людьми живое. Вот и все. Слушай, да это совершенно разная публика. Чиптюн в целом, это же не жанр музыки, это какая-то комплексная вещь, которая может вобрать в себя что угодно. То есть на тусовке могут прийти там от каких-то отбитых рейверов до совершенно замкнутых гиков. Типа это очень разнообразная публика, очень разнообразная аудитория, как и в плане музыкантов. Кто-то может писать там классический такой чиптюн, обычный, типа веселые пищалки, а кто-то может играть какой-то лютый хардкор. Чиптюн никак не ограничивает ни музыкантов, ни публику, как по мне, в этом плане. Ну да, звук примитивный, но несмотря на это, кстати, звучание все равно продолжает развиваться до сих пор. Это, казалось бы, вот старая железка, что-то можно новое придумывать. А буквально каждый год все равно кто-то придумывает что-то новое. И он все равно всегда начинает звучать свежее, 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 как-то современнее. И банально там релизы 5-летней, 10-летней давности уже начинает звучать там как ретро такое. Хотя 10 лет назад они звучали вообще вау, крышу сносили. А сегодня уже нету такого эффекта. Да, есть развитие? Есть, конечно, безусловно. Перерасту ли чиптюн? Да нет, наверное. Ну, для меня там геймбой это самый простой инструмент, с которым я могу работать. Типа он самый интуитивный, самый понятный, я им владею лучше всего. Типа я могу заниматься другой музыкой, но просто что-то написать на геймбое для меня проще и быстрее, чем написать что-нибудь в условном там Cubase на компе. Но я начинал, я не знал о музыке вообще ничего. Я не учился в музыкальной школе, у меня нет музыкального образования. Я учился, но просто интуитивно поначалу. Потом пытался, конечно, понимать какие-то базовые вещи там из музыкальной теории, они немного помогают, но я бы не сказал, что это обязательно. То есть можно просто, было бы желание, можно ворваться просто и начать делать. Но так или иначе, все равно постоянно приходят какие-то молодые ребята, причем очень молодые,
которые не застали там все вот эти приставки в детстве. Мы-то их едва застали, а они не застали совсем. То есть они уже выросли там на каких-то PlayStation 3 и современных там Windows компьютерах и Mac'ах. Но у них все равно, да, горят глаза, они все равно хотят понимать, хотят знать, хотят учиться, хотят просто, да, тусить. Так что я думаю, да, ну, либо надо идти тем путем, который идешь. Потому что если ты что-то подскажешь, уже может что-то не так пойти, мне кажется. Да, мне как-то случается это не то, что там вдохновение, но какое-то настроение, чтобы писать должно быть. То есть я не могу сесть просто и заставить себя, напиши что-нибудь. Это банально, даже если ты сделаешь там какой-то крутой луп, тебе все равно надоест, ты дальше этого лупа не выйдешь. То есть, чтобы закончить, нужно все равно какое-то настроение, чтобы тебя перло от того, что ты делаешь. Типа, если его нет, ну, можно бесконечно пытаться, мне кажется, все равно ничего не получится. Да не, это вообще ерунда, как мне кажется. Типа, сейчас есть куча крутых эмуляторов, доступных вообще всем, на любом компьютере, на любом почти телефоне, на любой какой-то китайской карманной приставке, на любой бэушной PSP-шке, это все работает, запускается. И я сам начинал, у меня не было никогда никакого кирпича. Я начинал на компе, потом эмулятор на Nintendo DS использовал, потому что я просто играл в Nintendo DS. Потом я купил себе PSP-шку, пользовался эмулятором на PSP-шке. И потом, когда я уже начинал что-то понимать, начинал что-то уметь, я только тогда уже купил себе геймбой, чтобы, ну, просто делать это уже по-другому. Ну, чтобы играть на сцене не с PSP-шки, а с геймбоя. На самом деле разницы нету, но и из зала смотрится круто, короче. Да, безусловно. Вот вопрос, портативная штука, и это, конечно, важно, да. Я большую часть музыки написал где-то в дороге, в электричках, в поездах, в метро. Вот буквально перед поездом в Питер я доделал один трек, который сыграл тут же. То есть, если бы это был компьютер, я бы его не доделал в поезде. А на какой-то карманной штуке это делается гораздо быстрее, гораздо проще. Ну, чем больше оборудования, чем сложнее все это выглядит, чем больше каких-то проводов, плагинов, какой-то ерунды, тем сложнее начать. Ты пока все настроишь, пока все подключишь, пройдет время, у тебя закончится, возможно, вот этот вот запал. А тут включил игрушку, и все, у тебя все готово. Ты можешь делать. Все, это настолько просто, вот, проще не придумаешь, мне кажется, уже. Я ходил в бары писать. Ну, допустим, когда я жил в общежитии, но атмосфера не соответствует. Как бы, да, я уходил из дома, сидел просто где-нибудь в парке на лавочке, там, в баре, в наушниках, или там, в каком-то дурацком Макдональдсе, короче. Ну, что главное, чтобы не в общаге, чтобы не в шуме, не вот в этой какой-то движухе. Просто закрылся от всех где-то среди пустоты или незнакомых людей, и так гораздо комфортнее что-то делать. Давайте, ходите на разборки, пишите музон, приходите на русскую YouTube Мафия, приходите на Блиплав, слушайте Блиплав, слушайте русскую YouTube Мафию и будьте крутыми. Не, ну всем, кто в сцене, респект. Но эти люди вдохновляли и до сих пор вдохновляют меня что-то делать. Надеюсь, это взаимно.